День добрый. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я руководитель Академии регенеративной медицины, ученый, писатель и много чего интересного изобретаю, методы лечения. И также очень много анализирую явлений, которые у нас в жизни происходят и кому-то помогают жить, а кому-то вредят. И сегодня хотел бы остановиться на курении. Сразу признаюсь, что я в жизни курил одну сигарету. Но это не мешает мне проанализировать то, что люди на сегодняшний день употребляют и как это влияет на их здоровье, потому что я сталкиваюсь с людьми, и эта привычка, я считаю, очень вредная, она будет многим на сегодняшний день вредить. А вот причины, почему люди курят, вы сейчас будете шокированы, слушайте все до конца и будете очень удивлены выводом, который я сделал. Это никто иной, только я. Можете с этим согласиться, можете нет, но думаю, что в большинстве после того, что вы увидите и услышите, вы будете со мной согласны, что это так именно и происходит. Что касается вреда, я изучал реально проблемы курения и проблемы, связанные со здоровьем. Так вот, когда люди курили реально табак, то я бы вам сказал, что я бы не увидел большого влияния, вреда с курением. Даже меня поражали некоторые результаты того, что люди, которые курили, при некоторых их заболеваниях, я считаю, чтобы они просто не выжили. Не знаю, почему они были живы при тяжелейших заболеваниях и не курили. Для меня это реально необъяснимые факты. Вот. В то же время были ситуации, когда люди, которые курили, им реально курение укорачивало жизнь, и проблемы с легкими, проблемы с воспалениями, проблемы с раком – это реальность. Поэтому однозначности сказать, что это вредно или хорошо, нельзя из-за того, что раньше все-таки курили реальный табак, сейчас этого нет. Ни в одной сигарете вы сейчас не найдете табака. Там все химические элементы, направленные на уничтожение людей, чтобы вы знали. Здесь не тайна, здесь сокращение численности через курение, через ваши же деньги это происходит. Но вот, а почему вы курите, это уже интересно. Кстати, вы сейчас видите на фоне обезьяну, которая курит. Она мало того, что приучилась курить, как и люди, она сама зажигает и даже вот может от сигареты зажечь свою сигарету, которую она курит. Это тоже привычка животных, и сейчас я вам тоже объясню, почему. Ну, есть зависимость от самого никотина. Это большинство знают, но это не главное. Но все-таки я хотел бы на этом остановиться. Люди, которые даже несколько раз затянули сигарету, у них перестает вырабатываться никотин в организме, жизненно необходимый, и его искусственное подавание в виде курения влечет за собой такую зависимость. То есть человек закурил, он дополнил никотин, перестал курить несколько часов, он реально чуть ли не умирает, потому что у него нет адреналина, который производная выработки адреналина – это никотин. Вот и ситуация так. Человек живет волнообразно. Он думает, что он получает как бы удовольствие от курения. Да, это какое-то вот удовольствие того, что он оживает. Но
Это не главное. Главное в том, что человек изначально патологически, генетически привык делать одно дело, которое ему заставляет брать в рот, в том числе и сигареты. Обратите внимание на то, что я вам сейчас покажу. Вы хотите курить? На самом деле вы хотите сосать. Сосать грудь. То, что заложено природой. То, что вы делали, независимо от того, хотите вы этого или нет. Это жизненно важная функция. И здесь подумайте о том, что люди, они такие же, как и животные. Животное родилось, ему никто ничего не говорит, не дает грудь, он поднимает голову и ищет молоко. Для того, чтобы люди понимали, что происходит, они должны понимать суть происходящего. Если вы посмотрите на эти картинки, я проанализировал очень много ситуаций. Люди, которые пишут мне письма о помощи, приезжают на оздоровление, я даю им всем анкеты, в которых очень много информации. И еще очень много опрашиваю сопутствующих, о сопутствующих проблемах. И выясняется один интересный факт. Женщины, когда рожают, очень много женщин, они не только рожают для того, чтобы исполнить свой долг, можно сказать. Им нравится сам эффект того, что у них сосут грудь дети. Они рожают одного, второго, третьего, четвертого, кормят год, два, три, четыре, даже 5 лет. Кормят грудью ребенка. Заставляют его фактически, приучивают его это делать. И он не может потом остановиться. Он взрослый, он понимает, что вроде бы это не нужно. Но это же привычка. Так вот, многие женщины признавались в том, что они рожают детей для того, чтобы получать удовольствие от того, что дети им просто сосут их грудь. Они как бы кормят молоком, оно у них там есть, его там нет, это не важно. Им нравится этот эффект. Из-за этого эффекта они приучивают своих детей, а потом уже и взрослые люди становятся зависимы от сосательного рефлекса. Сосательный рефлекс – это инстинкт, который дает человеку выжить, и не только человеку. Все животные имеют этот инстинкт, все млекопитающие. И что интересно, этот инстинкт, он остается на всю жизнь. Неважно, что человек хочет взять в рот. Конечно, он не будет сосать пустышку, как взрослый уже был. Но надо что-то ему брать в рот и что-то сосать. Почему сосательный рефлекс срабатывает так, а не иначе? В своей практике есть
У меня есть пациенты, которые приезжают с очень тяжелыми психическими расстройствами. И что вы думаете? Я использую этот сосательный рефлекс в их благо, но не в виде сигарет. Я даю им леденцы. Вы мало кто обращал внимание, сейчас уже, в принципе, это бизнес и ничего святого в тех же самолетах. Раньше, когда летали, обязательно всем давали такие леденцы, которые нужно было сосать. Это очень сильно успокаивало людей, которые летают в самолетах и нервничают из-за взлета, посадки и вообще. Это реально успокоительный препарат в виде элементарного сосательной конфетки и леденец. Так вот, сосательный рефлекс, он срабатывает так, что ребенку вы дали пустышку, который плакал просто навзрыд. Невозможно этого было терпеть. Вы ему только хлоп, и он и успокоился. Вы думаете, что это? Это именно механизм, который позволяет успокоить человека. Поэтому в психбольницах не надо приковывать кого-то к кровати. Достаточно дать леденец, и человек успокоится. Не надо его препаратами колоть, а можно дать леденец. Но люди не могут ходить с леденцами и сосать, но сигареты это может быть. Вы понимаете? Сосательный рефлекс, он у некоторых остается настолько сильный, что люди не могут от него отвыкнуть. И здесь сигарету, которую он взял, не из-за того, что там дым какой-то. Как сейчас вот эти вот электронные сигареты. Там, кроме яда, который человек употребляет, вот именно сосательный рефлекс и срабатывает. Человек реально успокаивается от того, что сосет, а не курит. Поэтому есть здесь доля того, что люди, которые мужчины там, например, занимаются гомосексуализмом, вот это тоже причина фактически заложена родителями, когда они вовремя не остановили ребенка, когда он сосал пустышку, грудь до определенного взрослого, можно сказать, возраста. Здесь нужно понимать, что ребенок плачет, ему, конечно, удобно, дали пустышку, но вы создаете зависимость. И в дальнейшем он будет или курить, или что-то сосать. Это привычка. Привычка, генетически заложенная человеку для того, чтобы он выжил, когда он родился. Много функций, которые мы не понимаем, как они работают, но они заложены природой. И продавцы вот этих вот электронных сигарет, обычных сигарет, они используют наши генетически заложенные функции для своего бизнеса. Ничего не поделаешь. Бизнес и ничего святого. Я не знаю, как вы согласитесь с моими выводами или нет, но я знаю, что я прав, потому что я исследовал это явление курения не с точки зрения никотина, а с точки зрения зависимости. В чем же все-таки зависимость от курения? Почему человек любит курить? Нет, он не курить, он любит брать в рот. Он любит эту сигарету держать во рту. Что угодно, только лишь бы взять в рот.
У нас там кто-то есть еще, кто может задать вопросы какие-то? Нина, Добрый вечер. Да, добрый. добрый вечер, Александр Валентинович, ваш постоянный слушатель. Я хотела бы про курение, но немножко в другой тематике. Вот я человек не курящий, но я понимаю, что это дым. Человек поглощает дым в себя, который попадает, скорее всего, в легкие, да, потом печень, наверное, это наш главный фильтр. Мне вот интересно, как влияет вот этот дым на кровеносную систему, что происходит с сосудами, что происходит с ними, почему это вредно для сосудов. Ну, я вам скажу, что вот что интересно. Я был на Гавайи, на Кубе, и разговаривал с людьми, которые курят. Привез еще оттуда. Вот сам не куру. О, сигари кубинские. И когда я интересовался у местного населения, как у них продолжительность жизни, как их здоровье, как влияет на органы, вот это вот оригинал, то, что они курят, оно не приносит особого вреда. Что для меня это было поразительно. Но вот этого же нигде нет сейчас. То есть то, что я держу в руках, это сейчас уникальная вещь. Курят-то сейчас химические элементы. Мало кто обращал внимание, буквально э, пару лет назад, даже в России, хотели заставить производителей сигарет писать состав, что входит в их сигареты. Закон фактически был издан, но он сразу же перестал действовать, потому что ни в одной сигарете нет ничего натурального. Вот в чем фокус. Поэтому, так как все продукты питания обязывали, как вы сейчас можете купить все, что угодно, там есть состав, что входит, но вы не увидите состава, что входит в сигареты. Хотя это и логически, и теоретически, и практически должно быть. Но никто не купит сигарету, в которой нет ничего натурального. Вот что интересно. Так что влияние на организм человека, на кровеносную систему, на все органы, здесь трудно сказать вообще, что может быть, потому что тот яд, который человек употребляет от разных производителей и разном составе, и разном количестве, здесь невозможно предсказать. Сигареты на сегодняшний день – это не сигареты. Вообще вот то, что большинство сейчас перешло на электронные сигареты, это дур из дури, которая человек, ну я не могу даже сейчас сказать, что это человек разумный. Это вот то, что за мной, понимаете? Чтобы курить электронные сигареты, надо уподобиться обезьяне. Потому что нормальный здоровый человек понимает, что там вообще одна химия, один яд. И здесь никаком здоровья, ни о каком будущем у человека нет. Вроде бы там все безобидно, но подымил там, да и все, там ничего такого сильно как бы даже нет. Но это яд. А люди хотят курить не из-за того, что им это нравится. Просто им хочется сосать. Вот и все. И на этом пользуются. Их мозг не работает. У них сосательный рефлекс. И все.
Я не могу даже понять, что на сегодняшний день люди творят сами со своим здоровьем. И когда ко мне обращаются за спасением от тяжелых заболеваний, ну, мне очень грустно смотреть. Вылечить-то можно, в принципе, все. Но задайте себе вопрос, а зачем? Вот зачем мне спасать жизнь того, кто уничтожает сам себя? Я не принимаю на лечение. Это в исключительных случаях тех, кто курит. Зачем лечить самоубийцу? Вы понимаете это или нет? Вы сами себя уничтожаете, потом идете к врачу, а врач вас не вылечил. А как он может вылечить, когда вы каждый день себя убиваете? Зачем вы ходите к врачу? Зачем вы покупаете таблетки? Смысл в этом? Я вот приехал в город Талица. Я не могу себе найти работника. Все курят. Когда задаешь вопрос, даже тот, кто говорит, не курит, я говорю, а электронные сигареты курят? Да. То есть уже две категории. Курящие обычные сигареты, курящие электронные. Курящие электронные не признаются, что они даже курят. Для них это как баловство, как выпить и съесть. На каждой пачке сигарет на сегодняшний день написано, что это яд, и все равно все травятся. Не понимаю это. И потом приходит момент, когда человек обращается за помощью, чтобы его вылечили. А как можно лечить, когда он травил, травит и будет травить дальше себя? Как можно брать на работу самоубийцу? Мне вот это даже непонятно. Суицидника. Курящий – это суицидник. Вы понимаете это или нет? Тот, кто курит, он самоубийца в наше время. Если раньше курили то, что я до сих пор удивляюсь, не вижу противопоказаний фактически, потому что это натурально, но этого же нет. Нина, еще есть вопросы? Ну, Александр Валентинович, я сделала вывод. Наши предки курили самосад, поэтому, наверное, долго жили. Мой папа, вот царство небесное, выращивал табак у себя на грядке и курил вот этот самосад. Прожили они все долго, Да. слава богу. Вот. Но во время войны ведь тоже курили. И вот тоже ведь табачок курили, не сигареты ведь. Вот Ну, смотришь фильмы, сигареты курили. тоже были из табака, сейчас-то его нету просто. Да, 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 да. То есть сейчас Поэтому курить вообще нельзя. курение раньше и курение сейчас – это две большие разницы. И что Да, да, самое да. интересное, что ни государство, ни фирмы, которые производят эти сигареты, эти электронные сигареты, они полностью не несут ответственности. Почему? Потому что они написали на пачке сигарет, что это яд. Вы представляете? Что бы там ни было, какая бы там химия ни существовала, они правду написали. И к ним не придерешься. Если даже человек отравился от этого яда, умер от рака или чего, неважно. Они же написали, что вы, дураки, курите яд. Просто Да. ужасно смотреть на это все.
Раньше ведь и табак продавали, вот я помню, еще в таких упаковках мягкий, прям просто табак. Сейчас нету. Сейчас тоже продается что-то типа как табак, но это опять же тот же химический элемент, который напичкают сигареты, чтобы вы знали. Мгм. Нет уже фактически ничего натурального, не производится. Хотя даже те, кто трубки курят, есть еще, наверное, люди, которые трубки курят. Ну, это Вот они так может быть еще тоже. кто-то покупает очень дорогие вот эти вот сигары или же табак, Мгм. где-то очень дорогой, который натуральный, но это редкость. Я же говорю, я на сегодняшний день знаю, что даже вот то, что в трубке, даже то, что сейчас люди как бы сами себе набивают эти же сигареты, это тоже все химическое. Насколько людей просто обманывают. Оно очень красиво поделано, оно производится как полиэтилен, как пленка, потом режется точно так же, как уничтожитель бумаги, чтобы вы знали, понимали. То есть Мгм. потом его перемалывают, его пересеивают, перетирают, чтобы оно было похоже на что-то. И Мгм. потом человек уже курит эту химию. Ужасно. То есть вдыхают дым вредный, Да? никотиновый. Химические элементы. Поэтому вот причина заложена в генетике нашей, что человек привык к тому, что он должен что-то сосать. Его приучили дети, родители, бабушки, те, кто близко к ребенку, для того, чтобы он не плакал, пользуются этим рефлексом сосательным, который успокаивает. Вот этот успокоительный эффект используется. Поэтому лучше используйте леденцы вместо сигарет. Кстати, один из старинных методов, которые люди использовали для того, чтобы снять зависимость от сигарет, чтобы отвыкнуть от курения, это простое, тупое употребление леденцов. То есть вместо сигареты леденец. Захотел курить, взял леденец. Захотел курить, взял и сосешь. Это реальный метод, можете его спросить. Он работал, работает и будет работать, потому что это одно и то же. То есть курение и сосание леденца это один и тот же процесс, который человек повторяет для того, чтобы восполнить в памяти то, что он хочет что-то брать в рот и успокоиться. Но леденец хотя бы дает пользу, а вот сигареты сегодня это, это яд. Вас не обманывают, вам пишут об этом, ну а вы травитесь. Я же говорю, я не хочу даже принимать людей, это бесполезная трата времени. Это самоубийцы, это суицидники, это на сегодняшний день. И люди, еще вот хочу сказать, что есть люди, которые вот узнают свой диагноз, вот заболел человек, вот узнал сегодня, что у него, допустим, онкология. Все, он ведь может бросить в эту же минуту и больше никогда сигарету не взять. Это ведь еще и психологическая какая-то зависимость. Ведь Ну, может, нужно но это же не бросает. перебороть. 95% людей, которые курят, независимо от онкологии, даже они все равно продолжают курить. Это статистика. Это Да. статистика. Им и было все равно, и у них рак или нету рака, им все равно, они все равно курят. И все. Да. Ну, я вот знаю одного человека, который просто в секунду бросил. Ну, видимо, себя любит, Ну, психологически переборол. есть люди, которые бросают, и есть люди, которым все равно. Ну, Ну. значит, до конца, да. Они проклинают потом врачей, там, кого угодно, что они там не вылечили, не спасли. А виноваты кто? Вообще, принцип заболеваемости. Кто виноват в том, что человек болен? Только сам больной. Он допустил. А врачи, они не обязаны его как бы спасать от того, что он сам себе сделал. Могут это сделать хорошо, не могут. Тут уже сам человек виновен. Пришел вовремя еще хорошо, пришел поздно. Не все можно открутить обратно. Не всегда. А сигареты,
современные сигареты – это укорачивание жизни очень намного. Очень намного. И что поразительно, девушки молодые, красивые, и все курят. Сами себя уничтожают. Они не находят никакой ни милости, ни любви, ни нежности. У них этого уже нет ничего. У них сигарета. Я вам скажу еще интересную вещь, которую я хотел сказать. Я вот приходил там на дискотеки посмотреть, как проводит молодежь и взрослые. Я скажу, что я ездил много по миру, и так как ведут себя молодежь вот в Талице и в окрестностях, я думаю, также. Раньше я танцевал с девушкой, а здесь же танцуют с бутылкой пива. Выходит танцевать и с бутылкой пива. Не один. Все. Это так ужасно смотреть. Просто ужасно. С сигаретой и с бутылкой пива. Он танцует. И она танцует так же. Это что, жизнь? Люди деградируют, превращаются в наших предков. Страшно. Но приходит момент, когда все просят помощи, но не всегда можно помочь. Превратиться в обезьяну со временем легко, но стать человеком не так просто. Ну что, спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Будем обсуждать эту тему. Очень интересная тема. Превращение человека в обезьяну с помощью инстинктов, заложенных природой.